Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Спасибо большое за то, что смотрите, заходите, переходите, комментируете комментарии друг друга и обсуждаете все происходящее. Я же хочу поговорить с Олегом Соскиным, который сейчас со мной на связи. Олег Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Олег Игоревич, неимоверные вещи происходят. Зеленский выступает, собственно, на собрании по Крымской платформе и, выступая, говорит, что ни цента еще не получила Украина на восстановление, вот эти 17 миллиардов, которые презентовали когда-то. И параллельно с этим очень интересные процессы политические происходят на Западе. И конгрессмены-демократы стали, чуть ли не главной темой обсуждения западной прессы с призывом Белого дома к Белому дому начать переговоры с Путиным. И Папа Римский, которого просит Макрон позвонить Путину. К чему все идет? На Западе существует, еще ж надо и Венгрию Орбана добавить, и надо Италию добавить, этого бывшего премьер-министра Берлускони. И тут же выступил буквально несколько дней назад бывший президент Франции Саркози. То есть группа ренегатов, предателей, которые являются очень большими, я бы так их назвал, апологетами и близкими друзьями Путина. Причем мы не знаем в силу каких причин. Может, часть из них и являются давно завербованными агентами КГБ еще в советские времена. И сейчас им сказали проснуться, и поскольку наступил такой решающий момент, то они должны громогласно заявить о том, что необходимо с Путиным договариваться. И договариваться, то есть новая редакция, прямо будем говорить, Мюнхенского сговора и сдачи за счет Украины и потери ее целых кусков. И дальше это фактически Минское соглашение, номер там какой-то, энный, только уже будет потеряно не 7% территории, а где-то 18% территории, которая уже ими украдена, аннексирована, и уже Путин своими всеми, вместе со своей всей этой бандой, уже ее назвал частью территории Московии, Российской Федерации. И они сейчас предлагают, чтобы Украина с этим, вот ты перечислили тех, которых я добавил, а их еще много, предлагают, что Украина должна с этой аннексией, оккупацией согласиться и принять ее. Вот такой смысл. Насколько вот это возможно ввиду вот этих там новых обстоятельств, вот этих пересудов о грязной бомбе и о том, что провоцирует Россия, чтобы Запад всем миром взять и на Украину надавить. Все, конечно же, уже отмахнулись на официальном уровне, сказали, мол, это нереально. Что значит Украина применит грязную бомбу на своей территории? О чем вообще речь? Это нонсенс. Но, тем не менее, попытки в этом направлении продолжаются. Вот вся эта коллизия с так называемой грязной бомбой, да, то есть сначала была, как известно, запущена вот этот такой путинский нарратив, как модно говорить, это применение тактического ядерного оружия. Теперь это все уже ушло в небытие, потому как, видимо, оказалось по всем сообщениям, утечкам информации, что все попытки попробовать реанимировать свое ядерное оружие, где-то 9 у них было таких попыток, там и подводные, и подземные, закончились практически полным крахом. Плюс Запад, США прежде всего, конечно, да и Великобритания, четко дали понять, что их этим совершенно не запугаешь, и будет нанесен удар сразу же. Если по Украине, то сразу же ответ пойдет по Российской Федерации. И тогда вдруг
выплыла на поверхность новый нарратив – это грязная вот эта бомба. И вдруг появились даже два объекта, там восточный какой-то комбинат ГОК, да, или какой там плюс, ну и, видимо, это где-то в районе Кировограда, как я понимаю, Кировоградской области, и вот этот Киевский институт физики, там когда-то был вот этот малый ядерный реактор, и помнишь, Обаме Янукович там передавал обогащенный уран. Вот вдруг это все всплыло, что это два объекта, где уже по договоренности чуть ли не с Великобританией готовится вот соответствующее такое оружие. Ну и оно раскручивается очень мощно. То есть это сделал уже и Шойгу, позвонил прямо в выходные, представляешь, 4 министрам. Они были на уикенде, а вдруг им такое вот прилетело, что они должны были все прекратить и общаться с этим Шойгу. Потом вдруг добавился и Лавров, и Песков, и Володин, ну все. И говорят, что, мол, сколько бы Запад говорил, что этого нет, а российская голень будет говорить, нет, это есть. И потребовали даже Совета Безопасности собрать вот сегодня, когда там. Так вот, смотри, что происходит дальше. Дальше происходит следующее. Украина заявляет, что, пожалуйста, давайте, комиссия МАГАТЭ, где что будут исследовать, смотреть, нет вопросов. Но если провести ретроспективу, посмотреть в прошлое, а были ли что-либо подобное, чертежи, кальки, вот эти все, так в принципе также по той же схеме уничтожали свободную Чечню. Когда Путин вдруг, будучи фактически майором, его назначил Ельцин с подачи того же Кириенко, который сегодня замглавы у Путина администрации. В июле, если не ошибаюсь, 1998 года его поставили вместо Ковалева, никелым генералом армии. А Путин с 1991 года уже был уволен с КГБ. И вдруг в 1998 году его реанимируют. Ну, он там был, завклубом в Дрездене, представляешь, там Дом дружбы был. То есть это вообще, это, как говорится, был никто и звать никак. Это чистый неудачник. Вот. И то, за что ему там майора, а потом подполковника дали. Там у него был один протеже, и, видимо, там ГДР тогда было витриной социализма, и, видимо, он, так сказать, и есть эта информация, что он там это возил этому товарищу, чтобы получить подполковник. Ну, а потом все рухнуло, он уже офицер, же есть удостоверение, его нашли, что он офицер штази штатный. Так что тут как бы целая есть такая фабула, которая показывает, что это был за человечек, за существо нечистоплотное. И вот вдруг он потом всплывает в Ленинграде, Собчак ему оживляет его подсунули и так далее, и так далее. Потом он вдруг его берут, этот управ делами Бородин к себе берет. И главное, что он всегда уничтожал всех тех, которые его облагодетельствовали. Всегда. Потом они, так сказать, уходили, эти люди, в небытие. Он как этот самый пожирал их, заходил внутрь, пожирал, и на них потом выстраивался, и выше по трупам взбирался. И вот он потом вдруг, его сразу дают ему эту ФСБ, представляешь, это он становится директором Федеральной службы безопасности. Там сидят, там есть видео, какие там эти сидят, волчары, да, и вдруг такое пришло, что-то провинциальное такое, несчастье такое, и вот его представляет тот же Кириенко, который сегодня у него зам администрации, куратор по оккупированным территориям. И недавно приезжал опять в Херсонскую область. Просто ж так не бывает. Дальше что? А, кстати, этот Ковалев, он, так сказать, ушел в мир иной в 2019 году. Он очень долго был депутатом, много раз. И вдруг раз, и, так сказать, ушел.
как многие другие. Теперь смотри, что дальше происходит. Примаков, премьер-министр, а Путина вдруг сразу ставят секретарем Совета Безопасности, потом прибирают Примакова, когда он все расчистил после кризиса обвала 98-го, когда рубль 6 раз упал, при Кириенко, это же вообще, это же, так сказать, лузер полный этот Кириенко. И становится Путин, возглавляет Кабмин, что сразу начинается Чеченская война и Рязанский сахар. И война идет до 2000, начала 2010 года, и в этот же период случается Грузинская война. Аннексия Южной, добили Абхазию и аннексия Южной Осетии, захват. Это все в этот период. И вот там те же чертежи, те же кальки, те же лекала, которые стали применяться вот сейчас в Украине. Но в 2015 году была Сирия, и там было применение так называемого химического оружия и появление исламского государства. И если учесть, что была информация, что Таджикистан активно, там есть специальные полигоны, где Путин готовил вот этих так называемых исламских террористов, то я думаю, исламское государство это как раз и является филиальной структурой КГБ, подготовленной и запущенной в ту же Сирию. Там была же демократическая оппозиция, там было все нормально, процесс шел. Потом вдруг все демократические силы исчезли, их вдруг заменились они всеми радикальными исламскими разными организациями, до этого вообще не существовавшими. И вдруг вынырнуло это исламское государство, халифат появился и все прочее. И в 2015 году Российская Федерация вторглась в Сирию для защиты якобы своих государственных интересов. И слова те же самые, что про Украину, что террористы, что угрожали Российской Федерации, ее целостности, что они пришли защитить мирный народ Сирии. И там появляется Суровикин, который командовал дважды этими группировками сирийскими, вместе с этим Лапиным, который сегодня в нем. Начальник был Суровикина генерального штаба, там, штаба спецоперации в Сирии. И когда Суровикина не было тоже этой операции. Сегодня и Лапин, и Суровикин здесь, в Украине. И что делает Суровикин? Он разбомбил всю Сирию. И прежде всего начали с Алеппо. Это центр был государства Аккада. Алеппо больше 5000 лет, это был город-музей, красивейший очень город. Кто его уничтожил? Суровикин. Кто разбомбил всю Сирию по заданию Путина? Суровикин. Вот это военный преступник, его надо поймать. Это супергеноцид. Какая там Сребреница, да? Помнишь? Она отдыхает по сравнению с тем, что этот бандит сделал, уничтожив целую страну. А дальше теперь этот же опыт переносится в Украину. Только уже вместо химического оружия появляется сначала вот это тактическое ядерное, потом не вышло с этим, появляется грязная бомба. Вместо химической атаки. Что это якобы сделает Украина? В это же время куда вдруг на фронт идет кто? Гиркин. Как там его? Да? Где Гиркин воюет? Стрелков в Славянске. Вдруг 500 комплектов зимней одежды решил привезти генерал КГБ, папа у него тоже был КГБистом, генералом, такой Рогозин, в Донбасс, встречается со всеми полевыми командирами. И говорит, какие ребята? И берет себе, как он называется, кличку Космос. У нас тоже мэр был, которого Космосом называли. И это Космос, понимаешь? Вот. Теперь смотри, что дальше. Вдруг он появляется в Запорожской республике типа на передовой. И заявляет, что вот он там был. И ждал, когда он говорил, что он готов идти воевать в Славянск. И говорит, надо идти до конца.
а не отступать. Вот сейчас его есть прямые фразы. И опять Славянск. А случайно Гиркин-Сурков у нас где? Так сказать, главные действия, лицо был не в Славянске случайно. Тогда мы можем выдвинуть такую версию, что Гиркину, Суркову и этому Космосу поручено, у него папа же экстрасенс был, а Дима тоже типа, поручено как раз и осуществить, что он, наверное, вместе с зимней одеждой и привез эту бомбу, и осуществить подрыв ее в Славянске, как очень культовом месте. А сделать это должен Гиркин. Уже прошла информация, что он формирует какой-то частный отряд. Пригожин от него что? Отмежевался, Вагнер. Говорит, нет, я его не знаю, я не я, и Гиркин не мой. И вот происходит такое какое-то соединение. Конечно, то есть им нужен, как я выскажу такую версию, что им нужно культовое название. Они думали применить ее вот там в Каховке, Херсон, при подрыве Каховской дамбы. Ну, потом, видимо, стало все это, все стали обговаривать, все, я сделал видео, я видел, что и многие другие про это говорили. И они пришли к выводу, что настолько будет загрязнена вся пойма, дельта, что потом, ну, плюс, видимо, Эрдоган им сказал, вы что, ребята, что ж тогда делать, это ж зона моего кормления, что же вы творите? И тогда они подумали, да, вот Славянск очень классно подходит вместо Каховки и Херсона. И я понимаю так, что Гиркину, вот, наверное, это поручено сделать. А бомбу, наверное, уже этот привез. Космос. Товарищ Рогозин. Космос привез. Чтобы всех в космос Дима, запустить. Космос. И, видимо, они будут славянские ее. И тогда как бы оно все становится на свои места. А дальше удар по принятию решений. Кинжалами. И опять здесь же к этому Рогозин, помнишь, он говорил, он испытывал Сармат и все остальное. Вот удар по Банковой, а все говорил же Зеленский, у него инстинкт самосохранения. Помнишь, как работал, что он не будет в этом здании сидеть. А он его так полюбил, Ермак говорит, оставайся, тут и все эти его прихвостни говорят, как тут хорошо будет, нам же вот тут и дом с химерами. Правда, дочка того, который заказывал Городецкому этот дом, говорят, что она, так сказать, нашла тоже этот самую табуретку с веревкой. Вот. И получается, что, видимо, у Зеленского был инстинкт, что там в этом доме сидеть не надо. Вот это и есть центр принятия решений. Тут же тебе купол Верховного Совета, тут же тебе Кабмин, тут же тебе комиссия Верховного Совета. Ну, а у них где-то сколько? Штук 30, я так понимаю, есть этих кинжалов. Плюс у них есть же, ну и, видимо, они хотят попробовать, у них же есть и Сармат, и кое-что другое. Вот, и как бы все тогда складывается, удар возмездия. Кстати, Кадыров сегодня заявил, что надо немедленно наносить, стирать с лица земли украинские города. То есть все рты, раньше это Жириновский был, а теперь они распределили их по разным, так сказать, этим лягушачьим, жабьячьим ртам. Это тебе Кадыров, это тебе Лавров, это тебе Шойгу, это тебе Володин, это тебе вот этот, как он называется, первый, это его, этот Песков. Вот они все этот жабячий концерт устроили. Да. И вот это, Олег Игоревич, что все готово. Вот смотрите, если, ну, давайте попробуем максимально аналитически вот эту конструкцию, которую вы преподнесли, ну вот каким-то образом разобрать. Тогда, вот если план такой, там Рогозин привез бомбу, тут Гиркин, Славянск, это украинцы сами использовали эту бомбу, вперед удары кинжалами по Банковой, то возникает два вопроса. Вопрос первый. Смысл бить Украине по Славянску грязной бомбой? А вопрос второй, что будет делать Запад в этой связи? Потому что до этого мы и про 101-ю дивизию слышали в Румынии, которая Соединенные Штаты, мы слышали и про там польские учения, которые как бы тоже в повышенной боевой готовности вооруженные силы.
Мы слышали и другую риторику о том, что потопят Черноморский флот или там будут как-то воздействовать на Россию страны НАТО или Соединенные Штаты Америки. Вот если брать этот конструкт, да, вот за какую-то модель, то что можно дальше, ну, собственно, прогнозировать и как кто будет действовать? Ну смотри, если брать Чечню и брать Сирию, то все получилось. Ведь там был с самого начала наглый обман. И Грузию, кстати, получилось. Что Грузия напала на Россию и Южную Осетию. Помнишь? Все же вышло так, как хотел Путин, так, как хотела московиты, Голядь. Вот так и вышло. А почему сейчас не выйдет? Ведь ты же сам с чего начал? Что 30 демократов, левая часть Демпартии, от них выступила вот эта там типа женщина, соплеменница этого Сунака, и сказала, что надо договариваться. Плюс ты мне назвала, я тебе добавил, что будет Запад делать. Вот все готово. С чего начал Путин, вспомни, ввел военное положение и прочее. Он сказал, что этот самый, как его Буданов подорвал мост. Помнишь? С чего начал выступление, почему он вводит военное положение? Уже само собой разумеется, что именно Украина подорвала Крымский мост. Помнишь? Что Украина взорвала северные потоки. Это как Шурик говорил, когда он слушал, что монастырь в XIV веке разрушили в Кавказской пленнице. Он руку поднимает, он уже под шофе был, говорит, а монастырь это я тоже разрушил. Ему говорят, нет, это до вас в XIV веке. То есть Украина разрушила и Крымский мост, и северные потоки взорвала. Там в трубах 8 метров в каждой трубе дырки, представляешь? Сейчас в Финском заливе, говорят, опять 4-ю нитку подорвали. То есть куда ни кинь, везде могучая Украина. И Буданов ей на журавлях летает и подрывает. Все один Буданов подорвал. То есть и уже Путин говорит это как о состоявшихся фактах. Что это уже вообще это аксиомы. Понимаешь? То есть это супер, это Геббельс. Геббельс говорил, чем больше ложь, брехня, тем легче всякое это шобло в нее поверит. Вот эти закормленные бюрократы, партийные функционеры, особенно если они агенты влияния КГБ, они в молодости были еще завербованы, вокруг них тоже эти всякие находятся агентурные, так сказать, эти крысы. И они сейчас начинают этот нарратив. Ну, Макрон это вообще первый, так сказать, ренегат, ревизионист, предатель, противник Украины. Это сразу видно. Видишь, он же не сказал папе римскому, приедьте в Украину, осудите Путина, у вас там же паства есть, католики и греко-католики, у вас там целый епископ есть, этот Святослав, который входит в ваш там епископат, представляешь? То есть имеет право, когда уже Франциск там, так сказать, уйдет в небытие, он будет участвовать в выборах нового папы. И он этого не сказал. Он говорит, позвоните Путину. Позвоните людоеду, чтобы он перешел на травяной корм, травоядным стал. Где-то такого видели? Если у него на ТВ выступает этот Красавский или как там, да? И что он говорит про украинцев, что надо делать с детьми? И рядом сидит типа писатель-фантаст, который его поддерживает и тоже в эту же дудку каннибальскую дует. То есть это говорит о том, что Запад проглотит все. И если скажут, да, грязная бомба, сразу вся его агентура вылезет, скажет, мы не знаем там, кто ее подорвал, Путин или Зеленский, это не имеет значения. Главное, что она подорвана. И главное, что Славянск стал Хиросимой, Нагасаки. И сделали это Зеленский вместе с Великобританией, может, поэтому Лиза Трасс типа и смылась вовремя, и Сунак там будет, вместе с Байденом, Мишель и ЦРУ это сделали вместе. Вот о чем речь идет.
А потом уже не имеет значения, он скажет, так вот это ж они сделали, а это наш ответ возмездия по украинским городам. Мы же говорили, он скажет, я же говорил, что я ударю по этим, так сказать, центрам принятия решений. Я сказал, что ударю. Вы ударили по территории Российской Федерации. На территории Российской Федерации, в городе Славянск, вы взорвали грязную бомбу. Вы представляете? Мы должны дать адекватный ответ, мы должны защититься. Я стою на страже интересов, скажет, Российской Федерации. Сразу поднимется вой. Вот. Он пришлет еще бутылок 20 этому Берлускони. Они хорошо врежут. У них галюники пойдут, белочки. Говорит, он белый-белый, помнишь, говорит, совсем белый, говорит, у него белая горячка, его подлечить надо. И эту тоже надо подлечить, которая там выступала с этим письмом от 30 демократов. И Берлускони надо, и Саркози надо, и этого Макрона, им всем надо немножко, они белые стали, их надо подлечить. Они находятся в состоянии путинской белой горячки. Вот о чем речь идет. Вот тебе и конструкция. И когда будут разбомблен Киев, будет банки, там все, представляешь, центр весь в руину превратится. По Львову ударят, по еще куда-то, и все. И пойди тогда доказывай, что ты не верблюд. Кто будет разбираться, чья была бомба или не была бомба? И вот я так думаю. Вот тебе и конструкция. В этом, ну, условно, в этой условной модели продолжение наземной операции с заходом войск с севера есть? Ну, армия ж не будет уничтожена. Ему что надо добиться? Ему надо добиться, чтобы не было поставок современного западного вооружения. Не будет снарядов, не будет этих всех систем, ну и все. Так как воевать? Голыми руками, что ли? Это смешно. Это невозможно. Вот и все. Он даже туда и не будет, как бы он знает, что туда зайти пока нельзя. С севера. Но ударить с севера, он сейчас, я думаю, он сейчас ударит по вот этим черниговским малым городам возле границы. Таким как Городня, там или Порохиевка, там и так далее. Вот и он еще ж этот пояс не уничтожал. То есть если уже юг-восток взять, там уже все разбомбил. А теперь, я думаю, следующее, вот сегодня уже залетели оттуда с Беларуси эти дроны. То есть все уже готово, чтобы начать бить по Черниговско-Сумскому направлению с выходом. Ну там далековато на Ривне, там и городов нету, там такая как бы пустая полоса, но есть Волынская область. Там можно до Ковеля добивать и так далее. И есть и те же самые стоят эти С-300 есть, навалом там их стоит. И ракеты есть, и дроны иранские, все есть. То есть он готовится, но это он сделает после того, как будет в Славянске, например, если они определятся, что это Славянск, и Рогозин вместе с зимней одеждой, ну какого он туда приперся? И он опять сказал Новороссия, Новороссия. То есть ему обещано, ты давай сделай, мы тебя ставим сразу во главе Новороссии, у тебя будет 5 субъектов. Крымский полуостров, Запорожская, Луганская, Донецкая и это самое Херсонская области у тебя будет. И вспомни Суровикина, как говорил, что мы стоим перед принятием сложных решений. То есть каких? Они думали, что бомбанут Каховскую ГЭС, подорвут. Но потом пришли к выводу, что слишком будут... Ну, Эрдоган. Я уверен, что с ним на эту тему говорили. Однозначно. И тогда становится понятным, какие страны... Сейчас Индия выступила, опять Министерство иностранных дел, и приказала своим всем выезжать. Тогда все ложится в схему. Казахстан, Узбекистан, Китай, Индия. Сербия сказала, вообще не хотим, как говорится, не надо нам это посольство, мы не приедем в Украину. И США сказала, значит, США тоже что-то знают по этому поводу. Но не говорят правду. Понимаешь? То есть все складывается, в пасьянсик складывается этот, так сказать, змеиный. Все как бы ложится в канву,
все эти высказывания, заявления, действия. А если сделать еще ретроспективу, посмотреть сирийский пасьянс, чеченский и грузинский, ну вообще выходит, что картина маслом, приплыли. Что, Олег Игоревич, на руках у Зеленского? Какие карты? У него хорошие карты, только, как говорится, фильм такой был «Бей первым, Фредди». Бей первым. То есть надо, раз все равно, они говорят, это их территория, вот эти все субъекты, да? Ну хорошо, ваша территория, так уже какое значение имеет, куда ты бьешь? То ли ты будешь наступать на Уразова, на Валуйки, на Курчатова, к Курску идти, на Брянск будет, то ли ты ударишь по аэродромам, которые находятся в анклаве под названием Беларусь, которая полностью утратила свою международную правовую субъектность. Приняла Верховный Совет, разве? Этот Гончаренко Андрей же дал туда, чтобы признать, что все, это колония. А чего же вы не приняли постанову Верховный Совет? Надо было принимать. То есть надо тогда бить по их центрам принятия решений. Раз они сказали, будут бить, так давайте мы тоже ударим. То есть раз Кадыров говорит, бить надо по украинским городам, так давайте тоже по Грозному ударим, по Владикавказу ударим. Давайте сформируем соответствующий корпус экспедиционный, как у французов есть этот, такой же, как они имеют, классный, на базе которого в Алжире он воевал, и так, этот легион. Давайте мы тоже это сделаем. То есть давайте наступать, а не все время оправдываться, объясняться. Понимаешь? То есть вот есть Гомель, оттуда вылетели дроны, оттуда ракеты летели, оттуда уничтожены были украинские города, оттуда зашло 40 тысяч московитов 24 февраля, уничтожили города, Киев нападали, на Чернигов разрушен наполовину, Сумы и так далее. Так давайте по Гомелю, по Мозырю ударим. Ну и что? То есть Путин остановится? Нет, не остановится. Он не может остановиться. Путин будет идти на уступки? Нет, не будет. Он с самого начала скажет, это территория Российской Федерации. Единственное, что мы можем, это с вами прекратить огонь. То есть это будут Минские соглашения, пока этот зверюка опять не окрепнет. Потому что у него сейчас тяжелейшая ситуация. Он потерял, например, почти около 30 уже процентов своих этих, так сказать, аллигаторов, или как там эти К-52 вертолеты. Он потерял 40% этой авиации. Он потерял практически почти все новые танки и прочие вещи. Ракеты уже почти нету, понимаешь? Но если дроны с Ирана идут, ну какая разница, что они в Сирии собирались или в Таджикистане? Не имеет же значения, что и там они пишутся типа это Герань. Да? Поменяй буквы, выйдет Тегеран вместо Герани. Вот. Но это же не имеет значения. Формально, да, вроде как они не поступают, не собраны в самом Тегеране. Но от того это же ничего не меняет по своей сути. Хрен редьки не слаще в данном случае. Понимаешь? То есть, говорит, ты меня хоть горшком назови, только, говорит, в печку не сади. То есть Иран врет, но он всегда врет. Это диктатура, это тоже такие же разбойники. Но они камуфлированы под видом аятол, вроде они как за религию там борются, за какие-то там эти постулаты. А на самом деле они просто за свое бабло борются и за свои шкурные интересы. Вот. Но ему, Путину, надо время выиграть. И он не хочет, он хочет напасть на Запад, на золотой миллиард. Но он не хочет, чтобы это от него исходило. Он хочет, чтобы это исходило от кого-то другого, страны-лузера. Вот чтобы Иран напал на Израиль, чтобы Китай напал на Тайвань,
что, собственно, Синьцзяпин сейчас и Синьцзяпин осуществил государственный переворот. Говорят, ну это, конечно, наш этот самый, как он называется, Порошенко. Это кто ему это подсунул, поздравить Синьцзяпина? Это там, я на английском это читал, он просто что-то такое замкнуло, или что-то там он съел лишнее, или что, или как-то даже. Я не ожидал, что Порошенко так в может чем, подставиться. в чем же Никто его смысл? Ведь не только же ради хайпа и пиара это делает Порошенко. Возможно, ну вот те сценарии, о которых там негативные, которые вы, ну, собственно, обрисовали, они же просчитываются и другими акторами, да? Может быть, надежда, что Си может изменить всю ситуацию? Ничего не изменит. Это просто... вот фильмы ж мы смотрим, да, как разные банды между собой договариваются, картели бандитские, да? Семьи, особенно в Нью-Йорке итальянская мафия, разные семьи Коза-Ностры. Они или якудза, они собираются и трут. Вот и здесь тоже путинская банда, банда Синьцзяпина, коммунисты-бандиты, иранская банда, северокорейская банда. Везде одно и то же. Нас предали Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, бывшие наши, так сказать, заключенные по советско-кагибистскому коммунистическому бараку, ну, концлагерю. Бараки разные как раз были, вот это не так и называли. Вот те, которые заключенные в других были бараках, они нас предали. Они пошли к тем, кто теперь есть концлагерь, уже он шире стал. Это СНГ, это ОДКБ, это БРИКС, это шанхайская группа. Вот в БРИКС просится теперь еще один бандит. Своего оппонента приказал в турецком посольстве Кашоги этого на части порезать. Тот, который власть своих этих соплеменников, братьев на тот свет отправил и стал наследным принцем. А не он же был. А теперь он. Вот. Байден ему не нравится, понимаешь? А он нам может тоже не нравиться. Ну так что? То есть это международная группировка бандитская. Теперь он встречается, Путин должен с президентом Гвинея-Бисау встретиться. А чем славится Гвинея-Бисау? Тем, что она поставляет в Европу кокаин. От Медельянского, Колумбийского. И что ж это будет там такое? Там острова такие классные есть. И туда приходят как раз вот эти все вещи. Вот и большой объем идет, миллиарды долларов. Тут тебе Талибан, так сказать, со своей долиной речки и маком. Тут тебе медальянский картель и Гвинея-Бисау. Все, как говорится, как по писанному идет. И везде рога КГБ торчат. И Путин, так сказать, как представитель этого синдиката, он этим процессом. А Украина им как кость в горле стоит. Она не дает им реализовать эти планы. Поэтому они приняли они на фронте победить в этой ситуации уже не могут. Все уже. Полное поражение. Уже мобиков этих ложат там пачками, ничего не дает. А разрастается, у них же финансово-экономический кризис. У них же уже дефицитный госбюджет. Все. У них падение добычи нефти, падение добычи газа идет, падение доходов. У них полный финансово-экономический крах. Поэтому что надо, они же понимают, что грядет в ноябре-декабре, что у них фактически они идут к коллапсу. Если Армения, у нее должно было быть падение ВВП, а теперь туда столько айтишников заехало с России, они говорят, у нас по 2022 году будет подъем ВВП 13-15%. Представляешь? Говорит, мы так вам благодарны, что вы к нам приехали. Спасибо, товарищ Путин. Проведите еще одну мобилизацию. То есть в Монголии то же самое сейчас подъем начался. Миллион уехал же. Мозги же, он вырезал мозг. Но миллион они не пустили выехать. Но они все равно выйдут. То есть фактически у него приближается системный коллапс. Крах финансовый, экономический,
социальная катастрофа, понимаешь? У них же денег не будет, он же врет все. Людям же не выплатили деньги, он клялся там, да, по 195 тысяч выплатить, а им ничего не выплатили. Обмундирования нет, оружия нет. Это ж только для картинки тогда этого двойника туда послали, сеткой накрыли его, да? Это же двойник был, видно. Путин же никогда никому руку не жмет. Если у него Шойгу в 10 метрах сидел, чтобы с ним встретиться, надо 2 недели в этом самом в закрытом каземате сидеть. На этом, ничего не, как говорится, чтобы воздух не мог на человека попасть. Вспомни, как он этим с Лавровым сидел, там расстояние какое. Он даже свои эти Совет Безопасности только по телевизору проводит. А тут прямо выперся, слышишь, прямо в объятия идет. Такой парень, красавец просто. Вот. И с рукой же что-то показали, так это у Путина или у двойника. То есть фактически мы сталкиваемся с ситуацией, когда вокруг идет мистификация. И вот, ну, он готовится. Вот, ну, Зеленский должен активизироваться. Ну, не взяли этот Херсон, ну, не страшно. Давайте что-то другое возьмем. Пусть они там сдохнут, там да, все же на нас работает. Дожди пойдут, снег пойдет, вьюга будет, ураганы, там волны, Днепр, холод, мороз, жрать нечего, будут друг дружку жрать, каннибализм будет, и все нормально будет. Сами выйдут, скажут, берите нас в плен, потому что уже нет мочи тут сидеть в этих окопах. Ни в туалет сходить, ни помыться, там же ничего нет уже, все. Не нравится вам в окопах сидеть, сидите себе. А Днепр сзади им будет бить. Вот и все. Редкая птица, которая перелетит до середины Днепра. Редкий этот самый мобик долетит туда, до середины. Хочу я на них посмотреть. И только бить, 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 чтобы они не могли никуда переехать. И все. Что, собственно, дальше будет происходить и в какие временные промежутки? Потому что, как мы понимаем, с одной стороны, вот эта катастрофа, разыгранная Путиным, она может быть как условно через час, так условно через месяц, 2, 3. Нет, нет. Он ограничен во времени. Ему надо это сделать до 7-8 ноября. Вот у него окно. Дальше все. Более того, Украина, ну, это ж Октябрьский переворот, и сейчас у него кусок октября, когда как бы более-менее готово это все. А каждый раз Украина наращивает свою мощь. Он ничего сделать не может с нашим войском. Плюс они дают все больше и больше оружия. Плюс все лучше наши оснащены. Плюс приходят с Германии, с Испании, с Великобритании все больше обученных воинов. Все большим западными навыками, ведением войны, и наши их везде переигрывают. А у него, то есть наши идут вверх, Украина, а его идут вниз. Ну и они захлебнулись мобилизацией, все. Называется цифра, что якобы они набрали где-то, ну, в среднем 500 тысяч. А он хотел 300 тысяч набрать, этот же Шойгу сказал, и 120 тысяч им нового призыва надо было набрать. То есть 300 где-то плюс 120, 420, якобы 500, даже там больше. Я думаю, не набрали они этого. Я думаю, они даже 300. Последняя цифра реальная была, что они набрали 200, официальная там, депутат, их Думы запрос сделала 260 тысяч. Это буквально 3 дня назад. Так? Но они даже, как я понимаю, они даже не набрали 120 тысяч призывников, которые должны демобилизующих. То есть реально они где-то находятся вот в рамках вот этой цифры 260, в рамках 300 тысяч. И больше он набрать не может. А плюс начало работать сарафанное радио. То есть тех, которых набрали, они говорят, этого, нет. Притом пошли похоронки, 200, 300. И все говорят, нет.
Как тут говорил, вперед, орлы, а мы за вами, мы грудью постоим за вашими спинами. Но, ребята, мы вас поддерживаем, но вы вперед. А у нас другая. Наш бронепояс на запасном пути стоит. То есть никто не хочет. Умные не хотят, молодые не хотят, а старые уже поняли, что это все обман, и их разводят, денег не дают, ну и все. То есть у него идет облом конкретный, поэтому у него нет 3 месяцев. У него есть до середины ноября. Все. Вот это его срок. А плюс Украина время наступает. Насколько вот все говорят, что вот какое-то перемирие, ну вот прекращение огня, не перемирие, а прекращение огня, это на руку вот это на руку Путину. А может это где-то может быть и на руку нам? Как? Но мы тоже скопим силы, ударные группы. Нет. Вот мы точно не скопим. Нам дают только после того, как по нам наносятся все более вероломные удары. Как только Украина согласится на перемирие, все. Нет ничего более постоянного, чем что-то временное. Все. Так оно все и засохнет, как в Северно-Южной Корее. Как во Вьетнаме было. Северная часть, южная, ДРВ и Вьетнам южный, американский. Все. Так и здесь тогда. Он скажет, ну все, давайте, да, огонь прекратили, вот это мои субъекты. Вот, пожалуйста, это мы приросли. Дальше он будет накапливать силы. А мы что? Поэтому у Украины, я считаю, только один вариант. Повышать градус. Повышать градус, а он тоже должен повышать, а он уже находится уже за предельной. Зеленский классно сказал, говорит, ну старый человек, что с ним уже говорить? Он уже сегодня не помнит, что он вчера обещал и говорил. Так и есть. То есть надо повышать градус. Беларусь в агонии находится. Ее полный крах этой страны в ближайшее время будет. У нее дефолт реальный. Мировой банк им сказал, у вас уже дефолт. Все. То есть, а что это означает, раз Мировой банк заявил? Должна быть конфискация всего имущества Беларуси и передача активов Украине. Должна быть все активы России, 500 миллиардов, 200 частных и 300 замороженных госрезервов должны нам переданы быть. И мы с Польшей, с Англией и другими должны создать соответствующий пул по распределению этих денег. Вот что надо делать. Надо еще более жестко, надо еще более агрессивными быть. Надо еще более наступать. Видишь, Штайнмайер приехал. Замечательно. Это отлично. Президент Швейцарии. Отлично. Кто к Путину ездит? Кто к нему ездит? Северная Корея, которая собачек жрет, палкой убивает и потом кушает их. Кто к нему ездит? С кем он встречается? С бандитами встречается, с лузерами. А все те, которые умные, они в Киев едут. А если Киев прекращает все скажут, о, все, до свидания. Ну, извините, вы уже не справились, поэтому живите так, как живете. И все. Наступать надо. Наступать. Друзья, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео, напишите, что вы думаете о мыслях Олега Соскина. Олег Соскин будет отмечен как пользователь YouTube. Перейдите, пожалуйста, нажмите на его имя и фамилию, и попадете на его YouTube канал, и там тоже, ну, не знаю, там иногда ежедневная, но очень частая, давайте так я скажу, скажем так, аналитика, которой делится Олег Соскин со своими зрителями. Пожалуйста, подпишитесь и туда. У меня финальный вопрос. Конечно, умные люди, они, ну, скажем так, боятся вот таких, собственно, такого развития событий. Глупцы, ну, скажем так, не боятся ничего. И это есть такая поговорка, что... Вот как вы думаете, вот этот страх, который нагнетается из Российской Федерации,
который вот сейчас бродит по миру, нейтрализует что или кто? Но только Украина может нейтрализовать. Только Украина. Запад везде потерпел поражение. В Грузии потерпел поражение в 2008, да. В Чечне потерпел, да. Вот теперь монстр Кадыров появился. Потерпели поражение, получите зверя Кадырова. Потерпели в Грузии поражение, получите Иванишвили. Потерпели в Сирии поражение, получите зверя Асада. И получите исламское государство, получите вот эту всю беженцев, которые стоят на границе с Грецией и вот-вот прорвутся в Европейский Союз и НАТО. А там же еще иракские беженцы. Проиграли Ирак, получите иракские беженцы. Проиграли Афганистан 20 лет, больше триллиона потратили. Получите наркодилеров, маджахедов Ирана. Проиграли Иран раньше, получите аятолл, которые являются союзниками китайцев. Проиграли Тяньаньмэнь в Китае, получите Синьцзяпина и войну с Тайванем. Поставлена задача до 27 года захватить Тайвань. Вот это все Запад проиграл. США проиграли, Великобритания проиграла и все остальные. НАТО, ЕС. Так теперь представь, если Украину проиграют. Вдруг вот не дают уже, скажут, все, подписывайте с ними, ну ничего даже не подписывайте, просто прекратите огонь. Все. Смиритесь с тем, что вы потеряли почти 20% территории. Смиритесь. Мы вам ничего давать не будем, но вот пусть так и будет, как в Чехословакии Гитлера ублажали. Чемберлен и этот самый французский тоже там, этот новый, это Макрон, это его новая редакция. Понимаешь? Вот давайте, сделайте, так как говорит Орбан, сделайте. Все. И тогда, куда он дальше? Он может остановиться? Нет, он не может остановиться. Он только, как говорится, во вкус вошел. Он хочет новое блюдо. А новое блюдо — это Северо-Балтийская война. И он, смотри, Венгрия опять отказала Швеции и Финляндии. Помнишь, я говорил, что так будет? Говорит, ну в декабре давайте подумаем. Слышишь, в декабре. Говорит, вот тебе бабушка и Юрьев день. Как раз в декабре крепостных когда-то отпускали в Российской Федерации из рабства, а потом бац, и перестали отпускать. Все, уже не было даже до одного дня в году, чтобы отпускать. Так и здесь. Турки нет, тоже не ратифицируют. Две страны не ратифицируют. Значит, Финляндия и Швеция не члены НАТО. Раз они не члены НАТО, мы их можем вжарить. А что нам их не вжарить? Может зайти, я тебе говорил, через Литву. Может зайти. А что ему не зайти по этому коридору в этот анклав, Калининград? То есть он не остановится, он не может уже остановиться. Он же и сказал, есть золотой миллиард. А это, Украина тут не имеет значения. Как Суровикин сказал, мы с Украиной один народ. Это не Украина с нами воюет, это Запад с нами воюет. И Зеленского они нашли. То есть убираем Зеленского, все, с Украиной прекратили огонь и поехали дальше. А куда дальше? Вот на тех пойдем. Возвращать то, что он сказал. Помнишь, когда он говорил в Санкт-Петербурге, что надо ему стать Петром? Собирать надо. Говорит, время пришло собирать. Это самый лилипут, да, моль, как его называют, но я бы его назвал шашелем. Есть такой червяк, который в дереве, в мебели заводится. Вот это шашель, этот кремлевский, он говорит, будем собирать. То есть он готовит дальше Северо-Балтийскую войну, я считаю. Вот и все. Тогда что надо делать? Бей на упреждение. Нет другого выхода. Нет другого выхода. Олег Соскин был моим собеседником. Я благодарю вас за время и ваши мысли. Спасибо, дорогие друзья, за просмотр этого видео. Берегите себя, увидимся обязательно и будем дальше думать и анализировать, что происходит и что нам со всем этим делать. До скорого.